система долгов внутри там фракции вообще, даже не только Камарили, наверное. Система долгов в Камарилье, анархах, шабаше, как это все решается, опять же, между независимыми, например. Это раз. А во-вторых, что будет, если не выполнить? Вот разные варианты вот учета этих долгов. Ну и, наверное, самое любопытное, это можно вынести отдельным вопросом. Я заметила, что многие игроки, очень многие, относятся довольно негативно к услугам, к этой системе всей. И хочется как-то немножко развеять этот страх, потому что, ну, на мой взгляд, система сделана как раз для того, чтобы она была более играбельной, чем просто для запугивания. Поэтому, да, можем на эту тему поговорить про долги. Кто начнет? Давай ты, А они разве поменялись в пятой редакции? Я, вот, кстати, даже не знаю, что там в пятой. но сейчас Да узнаем. не, все то же самое, на самом деле. Добавился контекст в связи с тем, что старые вампиры ушли, так сказать, в прошлое, и многие старые договоры больше не действенны, так как, ну, непосредственно тех, кто будет за ними следить и кто их будет исполнять, их больше нет. Они свалили. Хотя, в принципе, достаточно сказать, что в пятерке есть книжка, которая называется «Гиена Ворс», которая посвящена экшену и которая предлагает вам поиграть непосредственно на вот этом вот самом Ближнем Востоке, на котором много-много злых и могучих старейшин, и не только. А, Поэтому тут очень большой разброс касательно того, что вы читали и во что вы хотите играть. Касательно же конкретно долгов и что будет, если их не выполнить, ну тут вряд ли будут у нас какие-то разночтения с Аидом. Достаточно будет сказать, что невыполнение долгов в целом, если это какие-то незначительные долги, сразу же делает вас нерукопожатным. То есть это не дамоклов меч, который висит над вашей головой. Но бытие нерукопожатным в обществе сородичей – это мало-мало приятно. Скорее всего, в таком случае вам придется сменить город и сделать это как-то так, чтобы в новом городе не узнали о том, что вы нерукопожатный, и доверять вам нельзя. Вот. Если же вы нарушили какой-то серьезный долг перед серьезным сородичем, возможны самые разные варианты, вплоть до принуждения и вот непосредственно того самого запугивания, про который говорила принцесска и который вызывает отторжение у игроков. Вот. Признаюсь, сам я с каким-то отторжением к системе долгов не сталкивался, не доводилось. Но, возможно, я ее как-то не так презентую, как мастер, не знаю. А, Вот. Я могу пояснить. Игроки очень Давай. часто боятся и впадают в какой-то адовый ужас, когда узнают, что система долгов подразумевает то, что от тебя попросят что-то, о чем ты не знаешь. Тут вспоминаются старые эти легенды и сказки, и в частности Ведьмак, да, дай мне то, что, о чем ты еще не знаешь, но что есть у тебя дома, да, такого рода. Но, как правило, из того, что вампиров просят, это как раз-таки услуга за услугу, это не просто для того, чтобы тебя там выбесить. Да, они бывают сложные, если ты сильно задолжал, но не настолько страшная на самом деле эта штука, чтобы отказываться панически от всех услуг, которые с тебя хотят попросить. Иногда наоборот. А можно я Полезные. скажу? Конечно. Да. Я хотел тут выразить такую мысль, что смотрите, ну, игра про ужасы, про хоррор, про персонал-драму, вот это все. И как бы вы в этой игре вдруг боитесь чего-то. Ну, значит, игра работает правильно, значит, с ней все нормально. Если у вас эти услуги вызывают дрожь, мурашки, и вы действительно боитесь, а взять мне эту услугу или нет, в этом как бы и есть смысл, как бы это буквально за этим это и придумано, чтобы эта неизвестность вас пугала, но как бы, ну, брать, не брать, это уже ваши как бы выборы, да, и вот в этом самом процессе этого выбора и заключается одна из, ну,
один из хороших таких элементов игры, который значимо влияет на ваше восприятие и дает вам эмоции. То есть у нас же что нам вообще запоминается, да? Не то, как мы в очереди 5 часов сидели, да, а то, когда произошло что-то, что вот ну, нас зацепило, вызвало у нас эмоцию. Поэтому, когда игра вызывает у тебя вот такие вот неоднозначные выборы, ты начинаешь их бояться и так далее, нужно понимать, что это хорошо, что значит игра свою цель выполняет, и нет ничего такого в том, что ты там кому-то должен. Может быть, у тебя спросят, может быть, у тебя не спросят. Со временем ты привыкнешь и адаптируешься, и подумаешь, да ладно, может, он вообще никогда не попросит. Вот. И как бы я даже не хочу успокаивать, да, человека, говорить о том, что там, да вот, там эти услуги, они же там не настолько страшны. Нет, да пускай он боится, наоборот. Это же круто удивляться чему-то, бояться чего-то и, как сказать, изучать это все. Это один из элементов игры, которые, ну, прям должны быть. Иначе бы ВТМ была бы не ВТМом, а чем-то другим. Вот. Я продолжу про долги. Что, в принципе, важно понимать и про долги, и как ими, в принципе, пользоваться, если вы мастер или игрок. Достаточно сказать, что долги – это основной социальный клей общества сородичей. Вампиры так-то хищники, а двум тиграм на одной горе ужиться, ну, сложновато. Нужны какие-то веские поводы, чтобы они не переубивали друг друга. И долги – это как раз-таки и есть тот самый социальный клей, который и формирует сообщество сородичей. Важно отметить, что то, что вы кому-то должны, это не значит, что вы отдадите долг в каком-то ближайшем обозримом будущем. Это может произойти через год, через 5 лет, через 20 лет, даже через 100. Поэтому любой сородич на протяжении первых своих годов жизни достаточно быстро обрастает долгами. Само общество сородичей так построено, что эти долги цепляются за сородичем, как, не знаю, паутинка за палочкой или водоросли за якорем. Собственно, это нужно для того, чтобы, в принципе, общество сородичей как таковое функционировало. Поэтому, если вы игрок, вам не нужно стесняться или бояться давать кому-то какие-то долги или, наоборот, принимать их. Делайте это охотно, это сделает ваш сюжет интересней. Это очередной крючок для мастера, для какого-то интересного сюжета. Ну, я все, в общем-то говоря. Есть что добавить? Все правда. Как бы, ну, не вижу противоречий никаких. Я очень люблю эту всю систему с долгами. Я знаю, кто-то ее особо не использует, но если играется политика, такие вещи, они прям классные. Мало того, есть игры, которые прям политически ориентированы, и у меня тоже была вот одна из самых ярких, пожалуй, сцен. Это когда гули там повздорили с сородичами, и начались серьезные разборки между фракциями независимых, собственно, Джованни на тот момент, и Камарильей. Поднялся суд с Гарпией, с Доном джованских, римских Джованни на тот момент. То есть присутствовала вся вот эта вот элита, плюс вот эти зеленые неонаты, которые там вмешаны, и плюс их гули, которые были виноваты, один и второй. Это была безумно нервная игра, потому что это социальное вот это противостояние, кто кому что в итоге останется должен, если докажется чья-то вина. И такие игры тоже имеют место быть, на мой взгляд. Это ну не то, что антипод, это что-то, что можно поставить в ряд той же боевки, только это немножечко другой вектор противостояний, попробовать себя там в политике, в риторике, в лидерстве и доказать свое, даже, возможно, если ты не прав, или если тебя подставляют, что еще противнее обычно для персонажа. Поэтому такие игры периодически я бы советовала, например, попробовать. Ну так.
В завершение, думаю. Ну, я еще отмечу одну вещь. Довольно важное различие пятерки от всех прошлых редакций. В пятерке достаточно подробно описаны так называемые социальные конфликты. Вот. И в целом, как они проходят. Соответственно, если вы новичок или, в принципе, любите кидать кубики, подобные вещи большое подспорье вам непосредственно в ведении подобного рода политической драмы.